火吧，我的爱人！还是不会骗人。 Победа Чудо-Кита далась Тансану очень нелегко. Он практически лишился всех сил, но результат того стоил. Духовное кольцо и кость в 1 000 000 лет – это поистине настоящее сокровище. Их поглощение напрямую повысило уровень Тансана до 99-го. Когда король китов умер, огромная энергия в его теле не рассеялась так быстро. Сначала Тансан поглощал ее с помощью золотых нитей внешней кости. Эффект был поразительным. Все же 1 000 000 лет культивирования многое значил. Тансан также позвал остальных монстров Шрека, чтобы вместе поглотить оставшуюся энергию и продвинуться в культивации. Тансан произвел 7 истощающих золотых нитей, каждая из которых крепилась к руке его товарищей и поглощала силу Чудо-Кита. Даже белые акулы таким образом впитали много энергии. Ее было слишком много, Тансан не мог усвоить ее всю. Кроме того, время было ограничено. Для него еще более важным было поглотить духовное кольцо короля глубоководных китов и кость. Итак, Тансан начал поглощение. Интенсивный пурпурный свет вырвался из огромного тела короля китов, быстро вращаясь и конденсируясь в воздухе. Этот бурлящий пурпурный свет образовал в воздухе огромный водоворот, а затем полетел на молот чистого неба в руке Тансана. Он знал, чем лучше кольцо, тем сильнее он станет. Но Тансан даже не догадывался, насколько полезным окажется духовное кольцо в 1 000 000 лет. Съев хрустальную сосиску и золотую муху Оскара, Тансан начал этот нелегкий процесс поглощения. Когда фиолетовый водоворот соприкоснулся с красным светом молота чистого неба, он каким-то образом стал вести себя хорошо и влился в молот очень послушно. Огромная сила внезапно хлынула в его энергетические каналы. В этот момент он даже не мог среагировать. Тансан только чувствовал, как его ментальный мир взрывается, а разум отключается. Энергия кольца опустила Тансана на самое дно океана. Он заметил, что весь молот покрывался красными линиями, вплоть до рукоятки. Красный свет перешел на его левую руку, и она стала красной до самого плеча. Тансан понятия не имел, что происходит. Даже клеймо трезубца на его лбу слегка вздрогнуло от вторжения этого красного света. Первоначально Тансан ожидал, что эта огромная энергия кольца будет интенсивно атаковать его изнутри, и ему придется полагаться на свет морского бога, чтобы сдерживать ее, поглощая по частям, как это было с кольцами муравьев. Но этот процесс поглощения пошел не так, как ожидал Тансан. Свет морского бога был совершенно бесполезен. Вместо этого всем процессом руководил молот чистого неба в его левой руке, как будто только энергия молота могла контролировать его тело. А в это время на поверхности моря труп глубоководного короля китов сильно завибрировал, и с громким взрывом в его теле образовалась гигантская дыра, и тут же вылетела фиолетовая духовная кость. Это была кость туловища. Она была похожа на позвоночник, и с ней были связаны другие кости. Существует такое правило, что зверь старше 100 000 лет всегда дает необходимую кость тому, кто его убил. Тансану как раз недоставало последней, грудной кости. Для духовных мастеров среди всех 6 костей самой важной считалась кость туловища, и она выпадала реже всех остальных. Как правило, кости обладают самыми мощными способностями духовного зверя. Можно заметить, что каждая из костей Тансана имеет точно такой же навык, какой был у этого зверя, а кольцо могло создать совершенно другой навык, больше соответствующий духу мастера. Итак, кость туловища в 1 000 000 лет дала Тансану сразу 4 самых мощных способностей, но какие именно, неизвестно. Мы можем только представить их мощь, так как каждая способность практически равна силе самого короля китов. Со свистом эта кость устремилась прямо на дно моря, к Тансану. Энергия морского бога и сила Асуры постоянно сталкивались внутри тела Тансана. Эти две силы были несовместимы и тут же столкнулись, и полем битвы были 6 духовных костей Тансана. Так получилось, что это кольцо в 1 000 000 лет изначально должно было сильно сопротивляться, но в столкновении красного и золотого света оно было подавлено и не осмелилось даже дернуться. Более того, эти красные и золотые огни боролись между собой, как будто соревнуясь, кто быстрее поглотит кольцо. Вот в такой ситуации оказался Тансан. Его тело болело, и даже душа, казалось, была разорвана надвое. Когда кость кита присоединилась к нему, энергия кольца снова взорвалась, подавляя золотую и красную энергии двух богов. Поглотив кость туловища, Тансан почувствовал, как интенсивная сила отдается в костях его груди, его физические характеристики быстро улучшились, и его внутренности почти мгновенно стали полностью золотыми. Более того, этот золотой цвет быстро распространялся по его венам, крови и костям. В итоге золотой свет морского бога победил красный свет молота чистого неба. В океане он имел преимущество, но этот красный свет все еще оставался в руке Тансана. Хотя борьба двух божественных энергий была очень болезненной, она сыграла ключевую роль в поглощении кольца Чудо-Кита. Когда энергия кольца была поглощена, они просто исчезли, прекратив борьбу.
как будто были союзниками. Наконец Тансан выдохнул. В обеих его руках золотой свет трезубца постепенно угасал. Но красный узор молота чистого неба не собирался исчезать, а лишь немного потускнел. И на молоте чистого неба появилось еще одно кольцо, чисто золотого цвета. С этим 9-м кольцом молот Тансана изменился. Теперь усовершенствованный молот был покрыт густыми красными узорами, а также наполнен интенсивной убийственной энергией, как если бы он был основным инструментом убийства. Все поглощение кости кольца длилось более 7 дней. Сяву, конечно же, ждала Тансана и беспокоилась о нем. Вернувшись на остров морского бога, все монстры Шрека стали куда сильнее. Тансан стал пиковым титулованным 99 уровня, но духовная сила всех остальных также значительно увеличилась после поглощения энергии короля китов. Сяву поднялась с 76 на 80 ранг и теперь могла получить 8-е кольцо. Даймубай достиг 88 уровня и уже скоро станет титулованным. Оскар получил 85 ранг, Махантюни Джуджуцин 86, а Нин Ранрон 87 ранг. Все монстры Шрека героями возвращаются на остров. Когда они прибыли, все 7 защитников тотема встретили их. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, насколько же сильные навыки может дать кольцо возрастом 1 000 000 лет. Подписывайтесь на канал и всем пока.